Судьба — типичный неудачник, который стоит на посту у ворот замка. Он стоит там целый день и жалуется, что голоден. Вдруг он замечает проходящую мимо группу из 4 приключенцев. Один из них хвастается, что несколько часов назад во время охоты получил 6 уровень. На торговую повозку напали гоблины, и она перевернулась. Гоблины запрыгнули на повозку, но, к счастью, рядом оказались те самые приключенцы. Их лидер ехал верхом, прикрывая лучника, пока тот отстреливал гоблинов, а с теми, кто подбирался слишком близко, разбирались они. Длинноволосый парень легко расправляется с монстрами благодаря своим быстрым и отточенным навыкам, а здоровяк, похожий на Халка, размахивает двуручным топором. После этого они возвращаются в город, где Халк хвастается своим повышением уровня. Затем группа обсуждает, как поделить добычу, но это только вызывает зависть у судьбы. Несмотря на это, он знает, что никогда не сможет стать приключенцем. У него снова урчит в животе, и он думает, что он бесполезен. Он голоден, у него дурацкая работа, а его уникальный навык ничего не стоит. Давайте будем честны, у него все характеристики равны единице, а его навык — обжорство. Несмотря на жалобы, он знает, что должен быть благодарен хотя бы за то, что у него есть работа. В тот день город оживает. Другая группа пытается раздобыть лучшее оружие, пока не приходит сообщение, что скоро прибудут святые рыцари. Авантюристы тут же прячутся от троицы святых рыцарей. Когда те проходят мимо, к сапогу одного из них прикатывается апельсин. Торговец извиняется и пытается поднять его. Но святой рыцарь пинает торговца ногой. Бедняга снова пытается извиниться, но святые рыцари начинают издеваться над ним еще больше. Они утверждают, что торговец их оскорбил, и поэтому должны отрубить ему голову. Торговец снова извиняется, но предводитель троицы приказывает двум другим остановиться. Перед уходом он говорит торговцу, чтобы тот больше так не делал. Троица уходит, называя старика счастливчиком. Группа авантюристов наблюдает за всем этим. Но им трудно поверить, что леди Рокси такая же святая, как и они. Мы возвращаемся к нашей бесполезной судьбе, которая все еще жалуется на голод. К счастью, его смена почти закончилась. Но тут появляется троица. Они спрашивают, хорошо ли судьба поработала сегодня вместо них. Судьба опускает голову и подтверждает, что да. Тогда предводитель троицы бросает несколько монет на пол в качестве платы и говорит судьбе, чтобы та их подобрала. Судьба подчиняется и медленно начинает собирать монеты. Но один из святых рыцарей наступает ему на руку. Он начинает оскорблять судьбу, говоря, что тот такой грязный, что даже не заметил его. И как вы понимаете, судьба — это человек, над которым издеваются, и он не может дать отпор. У него снова урчит в животе, и предводитель троицы злится. Он утверждает, что этот звук означает, что они его не кормят. Они спрашивают, не пытается ли судьба опозорить семью Виларик, и пинают его. Парень еще несколько раз пинает судьбу, и девушка присоединяется к нему. Она называет способности судьбы бесполезными и говорит, что он выжил только потому, что ему платят. Судьба объясняет, что в этом мире ценность каждого человека зависит от особых способностей, которые они получили от богов, и называет их навыками. Лидер троицы утверждает, что если судьба не будет стараться, это отразится на них, на его работодателях. Затем парень приказывает судьбе встать. Но когда он пытается подняться, другой парень наступает ему на лицо и говорит, чтобы он поторапливался. Они продолжают издеваться над ним, утверждая, что его нужно наказать за невыполнение приказов. Но вдруг издалека раздается голос, который велит им остановиться. Это знаменитая леди Рокси Харт. Она элегантно жалуется, что святые рыцари не должны так обращаться с людьми, которых они поклялись защищать. Троица раздражается уже от одного ее присутствия. Рокси продолжает объяснять, что охранять ворота — почетная обязанность святого рыцаря. И это обязанность троицы — охранять дурацкий вход. Лидер утверждает, что его обязанность — обеспечивать работой таких бесполезных людей, как судьба. Затем она спрашивает, почему он так обращается с судьбой. Парень искажает ее слова и говорит остальным, что они уходят. Рокси подходит к судьбе и спрашивает, все ли с ним в порядке, пытаясь помочь ему подняться. Она вытирает его раны своим платком. Но судьба замечает, как лидер троицы смотрит на Рокси. Она заканчивает вытирать его, и он благодарит ее за помощь. Рокси отвечает, что она просто делает то, что должен делать святой рыцарь. Затем она говорит, что ее смена начинается, а его заканчивается. Судьба дает ей шест, и Рокси спрашивает его, будет ли трио продолжать издеваться над ней. Судьба отвечает, что уже привык к этому, и уходит. Ночью он сидит в баре и думает о словах Рокси. Но он знает, что трио может отомстить ей. Поэтому он решает не вмешиваться. Владелец бара подходит к нему и спрашивает, продолжают ли они издеваться над работниками. Он говорит, что если так будет продолжаться, то он закончит так же, как и предыдущий парень. Он говорит, что трио постоянно унижает и жестоко эксплуатирует своих работников. Но они не могут доказать это, потому что предыдущие работники не выжили и не смогли рассказать. Судьба игнорирует его совет и благодарит за еду. Затем
Затем бармен говорит, что будет молиться, чтобы с судьбой ничего не случилось. Тем временем судьба идет по улице, и у него снова урчит в животе. Оказывается, его навык позволяет ему всегда быть голодным. Он называет этот навык бесполезным и жалеет, что не родился с чем-то более полезным. Не с навыком, который позволил ему стать святым рыцарем, а с навыком, который позволил бы ему стать воином, торговцем или ремесленником. Такова реальность этого мира. Если его навык бесполезен, то и он сам будет считаться бесполезным. Вдруг Вера останавливается и замечает, как воры забираются на стену. Он бежит обратно, чтобы предупредить Рокси. Услышав это, Рокси отдает ему шест и говорит, что сама разберется с ворами. Он желает ей удачи, и она уходит. Вера слышит звон клинков и крики, которые внезапно прекращаются. Он видит издалека раненого вора. Судьба начинает убегать, но останавливается, вспомнив, что Рокси доверила ему это дело. Он решает встретиться с вором лицом к лицу и использует древко копья, чтобы отправить его в следующую жизнь. Внезапно все вокруг судьбы начинает темнеть. Он слышит голос, сообщающий, что его навык обжорства активирован и что его статистика обновляется. Когда он проверяет их, то видит, что у каждого из них больше 100 баллов. Он также получил 2 новых навыка – распознавание и телепатию. Он все еще смущен тем, что его навык активировался и роняет шест. Он не понимает, что только что произошло. Рокси подбегает к нему, чтобы проверить, не пострадал ли он от вора. Она заметила, что он неважно выглядит, и забеспокоилась. Она никогда этого не говорила, но судьбе удалось прочитать ее мысли. Он утверждает, что ему не больно, и снова слышит ее мысли, когда она выражает облегчение. Затем она говорит, что ей придется доложить о ситуации своему начальству. Но судьба еще больше запуталась, потому что он больше не может слышать ее мысли. Судьба велит ей взять всю ответственность на себя, потому что у этой троицы возникнут проблемы, если они узнают, что он имел дело с вором. Она решает поблагодарить его за то, что он помог ей успешно выполнить свой долг, и спрашивает, не хотел бы он поработать на ее семью. Она говорит ему, что он встретит свой конец, если продолжит работать на трио. Так что он должен работать на ее семью, которая будет относиться к нему справедливо. Судьба начинает учитывать сложившуюся ситуацию. Неужели он хочет, чтобы с ним и дальше обращались как с мусором? Или же он хочет иметь светлое будущее, работая на Рокси? Ну, потом он говорит, что если не будет работать, то придет другой парень и будет страдать так же. Рокси объясняет, что святые рыцари должны охранять вход, а не другие люди. В конце концов, он соглашается работать на нее. Он возвращается домой, все еще не понимая, что с ним произошло. Он не знает, какие у него теперь способности, но думает, что телепатия – это то, что позволило ему слышать мысли Рокси. Затем он начинает беспокоиться о том, что его навык обжорства активировался, и о том, что происходит с его телом. Но он быстро об этом забывает, потому что теперь он может побеждать монстров. На следующий день Фейт идет на торговую улицу и начинает искать оружие. Но у него всего 2 монеты. Торговец говорит ему, что на эти деньги он даже нож для масла не сможет купить. Фейт приехал в этот город 5 лет назад, но смог накопить только эти 2 монеты, работая в плохих условиях. Торговец говорит, что если он хочет, то может взять оружие из бочки с мусором. Он решает проверить клинки и использует навык идентификации, чтобы проверить каждый из них. Все они довольно паршивые, пока он не берет тот, что лежит сзади. Он идентифицирует его и думает, что этот клинок грязный, и с ним обращаются как с мусором, прямо как с ним. Внезапно мечи начинают говорить. Фейт паникует, но старается не устраивать сцену. Его навык позволяет ему узнать имя меча – жадность. Меч говорит ему, что если Фейт купит его, то станет сильнее. Затем меч называет его обжорством. Фейт не понимает, откуда меч это знает. Меч объясняет, что у них много общего. Затем судьба принимает решение и покупает меч. Тем временем троица жалуется, потому что Рокси пытается нанять судьбу, не спрашивая их. Девушка хочет проучить Рокси, но их лидеру все равно. В конце концов, есть много людей, которым нужна такая работа. Девушка продолжает жаловаться на Рокси, но парень объясняет, что семья Рокси и их семья – часть 5 великих семей, которые поддерживают королевство. Поэтому, если они будут действовать против ее воли, это вызовет проблемы. Затем парень говорит, что ему пора идти в военный округ, но девушка не понимает. Она спрашивает, почему он так беспокоится об этом. Парень объясняет, что хочет узнать, как стать бессмертным. Девушка смущается и начинает смеяться, а лидер уходит. Тем временем судьба идет на окраину города со своим новым мечом. Меч повторяет его имя, потому что хочет его запомнить. Затем меч говорит, что приближаются враги, и судьба начинает паниковать. На него нападает гоблин, но глаза судьбы меняются, и он одним ударом рассекает гоблина. Другой голос снова говорит, что активировалось обжорство, и его характеристики повысились. Он также получил навык усиления силы. Судьба снова удивляется, но вокруг него появляются другие гоблины. Жадность смеется и объясняет, что гоблин
гоблины всегда нападают группами. Они бросаются на судьбу, но он успевает парировать и убивать их одного за другим. Его навык обжорства активируется каждый раз, когда он убивает гоблина. Через несколько часов судьба наконец-то побеждает сотни гоблинов. У него появляется еще несколько навыков, но его характеристики становятся безумными. Его самый низкий показатель почти 500, а сила в 3 раза больше. Жаба спрашивает, почему судьба перестала быть голодной. Сначала судьба удивляется, но потом понимает, что сегодня у нее не урчало в животе. Тогда жаба спрашивает, в чем дело. Он думал, что люди могут обладать только теми навыками, с которыми родились. Жаба объясняет, что это из-за обжорства. Обычно люди должны сражаться и побеждать, чтобы повышать свои характеристики или уровень. Но обжорство – это чит-навык. Он крадет характеристики и навыки у тех, кого побеждает. Единственная проблема в том, что он не может получать опыт и повышать уровень. Судьба спрашивает, откуда жаба это знает, и меч объясняет, что они одинаковые. Несмотря на замешательство, судьба замечает, что к нему приближается группа искателей приключений. Жаба говорит ему, что он не должен рассказывать людям о своем навыке обжорства, потому что это противоречит божественному закону. Судьба понимает, что это значит, и решает, что он не может присоединиться к группе. Он должен всегда сражаться один. Жаба говорит ему, что он не один, потому что жаба с ним. Судьба соглашается с этим и решает вернуться. Но жаба останавливает его, говоря, что сначала нужно собрать уши гоблинов. Судьба удивляется, но жаба объясняет, что ему заплатят, если он их продаст. Судьба жалеет, что убил так много гоблинов, но все же делает это и получает деньги. Ему удалось заработать 3 серебряных и 80 бронзовых монет, и он решил купить мясо на ужин. Жаба останавливает его, говоря, что сначала нужно заняться собой. Судьба все равно решает сначала поужинать, но сталкивается с подозрительным парнем, выходящим из темного переулка. С ним маленькая девочка. Она прикасается к судьбе, и он слышит ее голос, умоляющий о помощи. Он видит, как у девушки от страха дрожат глаза, и парень начинает уводить ее, уходя прочь. Затем судьба использует свои способности, чтобы определить навыки этого парня, но они быстро исчезают. Брит объясняет, что у парня есть скрытая способность, которая скрывает все от определения. Брит спрашивает, что будет делать судьба, и он отвечает, что спасет девушку. Девушка оказывается на складе, прикованная цепью к стене. Парень начинает издеваться над ней, говоря, что она станет игрушкой на святую ночь. Судьба внимательно наблюдает, но жадность не дает ему вмешаться. Жадность объясняет, что парень сильнее его и что ему следует уйти. Но судьба хочет помочь каждому, кто страдает перед ним. Особенно потому, что теперь у него есть сила это сделать. Затем мы видим приют. Монахиня объясняет детям, как святой Лаплас создал их мир. Затем старушка говорит, что их бог покинул их мир и дал людям особые способности. Она спрашивает, знают ли дети название этих способностей, и они отвечают, что это навыки. Монахиня просит детей поблагодарить святого Лапласа за еду. Дети подчиняются и начинают есть эту унылую еду. Но один ребенок еще не притронулся к еде. Монахиня спрашивает, все ли с ним в порядке, и мальчик отвечает, что святой Лаплас играет нечестно. Он объясняет, что у святых рыцарей и воинов потрясающие навыки. Но мальчик думает, что его бросили из-за его слабых навыков. Монахиня думает, что ребенок повеселеет, когда она объяснит, что в старые времена ни у кого не было навыков. Тогда не было ни характеристик, ни даже монстров. Это было место, где все были равны. Мальчик плачет, жалея, что не родился в том мире. Монахиня успокаивает ребенка, но тут вбегает другая монахиня. Она объясняет, что они не смогли найти пропавшую девочку, поэтому будут искать ее в городе. Пропавшая девочка та самая, которую похитил злодей. Мужчина пинает столб, к которому она прикована, и говорит, чтобы она плакала и кричала. Он говорит, что она станет игрушкой для рыцарей, но девочка по-прежнему молчит. Мужчина останавливается и уходит, давая девочке возможность поплакать. Затем она слышит чьи-то шаги, но это судьба, которая говорит ей, что все будет хорошо. Он освобождает ее от цепей и говорит, чтобы она скорее убегала. Но тут возвращается другой мужчина. Мужчина объясняет, что иногда ему попадаются такие парни, как судьба. Жалкие бесполезные придурки, которые считают себя героями правосудия. Судьба просто улыбается девочке и достает жадность, чтобы сразиться со злодеем. Мужчина насмехается над судьбой, спрашивая, сможет ли он сражаться, защищая девочку. Он подходит ближе, и девочка в страхе хватается за рубашку судьбы. Судьба думает, что ему нужно отвезти ее в безопасное место, но он не знает куда. У жадности появляется идея, и она говорит судьбе отступить, потому что другой мужчина считает, что судьба слабее его. Поэтому жадность хочет, чтобы судьба воспользовалась самоуверенностью мужчины. Судьба следует указаниям и убегает с девочкой. Мужчина медленно идет за ними и говорит, что убьет судьбу, если она уронит коробки. Затем он пытается разозлить судьбу, объясняя, что девочка станет послушной, когда увидит тело судьбы без души.
Судьба настигает его в конце пути, и жадность подсказывает ему, что пора атаковать. Тогда судьба сбивает ящики, мимо которых проходит парень, и использует их, чтобы прыгнуть и напасть на него. Парень уворачивается, но получает царапину на щеке. Парень начинает злиться, и его меч начинает светиться. Брейд понимает, что с таким умением ему не справиться, и говорит судьбе, чтобы та сразила парня его же оружием. Судьба снова использует ящики, чтобы прыгнуть на парня, и не только перерубает его меч пополам, но и ранит его самого. Пока парень еще жив, судьба спрашивает, зачем он хотел привести девушку к святым рыцарям. Парень спрашивает, кто приказал ему похитить девушку, но тот отказывается отвечать. Тогда судьба решает ударить его в рану и причинить ему боль. Через несколько секунд парень признается, кто его нанял. Это был Хота Веларик, парень, который раньше избивал судьбу. Оказывается, он сумасшедший, который любит учить сирот стрельбе из лука. Но вместо яблок он стреляет в людей. Тогда судьба выводит девушку на улицу и говорит, что теперь с ней все будет хорошо. У него урчит в животе, и жадность начинает насмехаться над ним. Он предлагает ей что-нибудь съесть и спрашивает, как ее зовут. «Сахара», — отвечает она. Он ведет Сахару в уличную забегаловку и покупает мясные палочки. Девушка сразу же начинает есть и объясняет, что это ее первый раз, когда она с кем-то познакомилась. Затем она внезапно начинает плакать без причины, но судьба понимает ее и отдает ей свою порцию. Затем он отводит ее обратно в приют, где она снова встречается с монахинями. Они благодарят судьбу за помощь Сахаре, но он смущается. Они спрашивают, все ли в порядке, но он просто отвечает, что его еще никогда не благодарили, потому что у него бесполезный навык. Девушка в замешательстве и спрашивает, что это значит. Судьба объясняет, что его навык просто вызывает у него чувство голода. Затем он подходит ближе и пытается подбодрить Сахару. Он говорит ей, что неважно, насколько все плохо, если она может посмеяться над этим, то однажды обязательно найдет счастье. Это те же слова, которые говорил ему отец, когда он был ребенком. Тогда он их не понимал, но они помогали ему на протяжении многих лет. Затем он уходит, и жадность объясняет, что у него не только повысились характеристики, но и появилась техника владения одноручным мечом. Он поздравляет судьбу с новым навыком, но судьба в замешательстве. Жадность объясняет, что это техника, которая позволяет ему использовать приемы. Это буквально секретные приемы. В данном случае он может атаковать дважды за один раз. Сначала судьба впечатлена, но потом понимает, что если бы парень использовал этот навык, то сейчас был бы разрезан на 3 части. Судьба жалуется жадности, что та не предупредила его заранее. Но жадность просто называет судьбу героем, который пытается спасти девушку. Судьба говорит, что он не герой, и признается, что не стал бы связываться с парнем, если бы знала его навыки. Жадность объясняет, что исход битвы зависит от удачи. Поэтому сильный человек не всегда побеждает. Тогда судьба ставит перед собой новую цель – стать достаточно сильным и побеждать, не полагаясь на удачу. Жадный спрашивает, что будет завтра, ведь это будет первый рабочий день судьбы. Судьба подтверждает, и жадный спрашивает, придет ли он в новой одежде. Это напоминает судьбе, что он забыл купить новую одежду. Тем временем в баре старик рассказывает, что сэр Мейсон был убит божественным драконом в Галлии. Бармен спрашивает, что будет с семьей Харт, и старик отвечает, что Рокси станет его преемницей. Главная проблема в том, что сэр Мейсон держал святых рыцарей в узде, если можно так выразиться. И старик не уверен, что Рокси сможет их контролировать. Бармен отвечает, что братья Веларик настоящие подонки, и ему хотелось бы поговорить о чем-нибудь более приятном. Затем старик спрашивает о судьбе, и бармен отвечает, что раньше он заходил сюда каждый день после работы. На следующий день судьба приходит в район Святой Ночи. Выглядит она свежо. Подойдя ближе, он понимает, что Рокси живет в огромном особняке. В итоге он встречает ее у фонтана, и она улыбается, объясняя, что ждала его. Однако судьба не отвечает. Он очарован ее красотой. Он говорит ей, что она красивая, и она смущается. Затем она ведет его внутрь и показывает ему могилу. Оказывается, это могила ее отца, и она знакомит с ним судьбу. Судьба сначала смущается. Она объясняет, что это случилось 5 дней назад, когда он встретил божественного дракона. Судьба вспоминает о Галлии. Это континент, где правят монстры. И одна из обязанностей святых рыцарей – сдерживать этих монстров. Она объясняет, что в этом году сдерживать монстров – обязанность ее семьи. Несмотря на то, что это опасное задание, оно не должно быть смертельным. Тем не менее, божественный дракон, который отсутствовал 1000 лет, внезапно появился, и ее отец отправился в другой мир. Судьба понимает, что она страдала последние пару дней, но все равно присматривала за ним. Он начинает грустить, но она говорит ему не делать этого. Она новый глава семьи и говорит, что они будут работать вместе, чтобы сделать это место радостным. Судьба принимает ее слова и почти пожимает ей руку, но он понимает, что это активирует телепатию. Так вот, он указывает куда-то в другое место. К счастью, горничная шеф-повара Хару появляется в том же месте. Рокси знакомит их друг с другом, и она сразу же начинает угрожать судьбе, говоря ему вести себя как подобает слуге. Но, во-первых, они должны пообедать вместе. Судьба начинает поглощать мясо и вести себя как парень, который ел всего один раз в жизни. Хару, конечно, начинает раздражаться.
потому что так не должен вести себя настоящий слуга. Оказывается, позже судьбе поручили подстригать кусты каждый день. Он должен содержать их в порядке целую неделю. Другие слуги говорят, что ему следует делать перерывы и не переутомляться. Но они также упоминают, что всегда считали Рока чудаком, потому что он разговаривает со своим мечом. К тому же, когда он ест мясо, он ведет себя как маньяк. Судьба отвечает только на вопрос о мясе, объясняя, что в последний раз он ел его 5 лет назад. Старые слуги начинают смеяться над этим, пока у судьбы не начинает урчать в животе. Они говорят ему, что просто пообедали, и спрашивают, ел ли он. Затем появляется Хару и объясняет, что Рокси хочет его видеть. Он следует за Хару, но находит странным ситуацию с его желудком. Хару отводит его в другую часть сада, где он встречает Рокси. Она угощает его чаем и спрашивает, как он осваивается на новой работе. Но судьба думает только о его желудке. Он чувствует, что с каждой минутой становится все голоднее. Рокси несколько раз окликает его по имени, пока он не приходит в себя. Так его называл отец. Он объяснил ей, и она спросила о нем. Он рассказал, что его отец погиб на охоте на монстров. Он спрашивает, почему она назвала его феей, но она просто говорит, что это прозвище, которое судьба дала ему. И раз он работает на нее, то он ее семья. Парень не понимает, что происходит, как подросток, который впервые увидел, как девушка ему улыбнулась. Внезапно у него начинает кружиться голова, и он падает в обморок. Он просыпается ночью в своей комнате и читает записку. Это от Рокси, она просит его взять выходной и отдохнуть. Судьба решает спросить у жадности, почему он чувствует голод и почему потерял сознание. Жадность удивляется, что судьба спрашивает об этом только сейчас. Он уже давно чувствует голод, но до сегодняшнего дня ему удавалось его контролировать. Жадность объясняет, что когда навык обжорства пробуждается, его уже невозможно остановить. Судьба в замешательстве, но жадность объясняет, что чем больше он поглощает, тем сильнее становится. Но это также заставляет его хотеть поглощать все больше и больше. После активации навыка ему суждено охотиться и поглощать души до самой смерти. Судьба спрашивает, что будет, если он этого не сделает. Жадность объясняет, что есть только два варианта. Либо он умрет от голода, либо потеряет контроль и начнет буйствовать, подвергая опасности всех вокруг. Судьба в шоке, потому что это превратит его в монстра. Жажда объясняет ему, что когда голод судьбы достигнет предела, это будет видно по его глазам. Тогда судьба посмотрит на себя в зеркало и увидит, что у него шаринган от желания. Не имея выбора, судьба решает отправиться на ночную охоту. Он замечает, что по какой-то причине все воины вокруг него пахнут вкусно. Жажда объясняет, что это из-за того, что его голод усилился. Он также объясняет, что из-за этого глаза судьбы красные, и что это сила, которая делает его навык обжорства более эффективным. Благодаря этому у него улучшится ночное зрение, он сможет выслеживать свою добычу по запаху, а также пугать и парализовать более слабых противников. Судьбе, наконец, удается найти группу гоблинов, и он замечает, что его навык заставил их замереть. Он с легкостью расправляется с гоблинами и улыбается как маньяк. Но маленьких гоблинов ему недостаточно, чтобы утолить голод. Жажда советует ему отправиться в лес хобгоблинов. Он следует этому совету и встречает хобгоблинов. Он начинает их резать. Но этого недостаточно, чтобы утолить его голод. После долгой охоты ему наконец удается перестать чувствовать голод. Он не хочет снова испытывать это чувство. Жажда говорит ему, что он должен время от времени охотиться на монстров. Внезапно земля начинает дрожать. Судьба прячется и замечает огромного монстра, который несет человека. Жажда объясняет, что это король гоблинов. Глаза судьбы тут же меняются, и жажда говорит, что у них схожие характеристики, но у гоблина есть регенерация здоровья. Жажда объясняет, что он залечивает раны, что позволяет ему сражаться долгое время. Король гоблинов садится и наслаждается своим десертом. Это дает судьбе возможность забраться на дерево и ударить короля гоблинов по руке. Но судьба отвлекается, чтобы посмотреть на десерт, лежащий на земле. Монстр пытается его раздавить, но судьба уворачивается от его ударов. Он явно боится нападений, но жадность заставляет его довериться и броситься в бой. Судьба следует за ним и не только блокирует атаки монстра, но и ранит его. Навык жадности снова активируется, и судьба выходит на новый уровень. Теперь у него есть несколько навыков, и все его характеристики достигают пятизначных чисел. Затем он садится измученный, и жадность говорит, что теперь начнется настоящее дело. Он объясняет, что характеристики судьбы теперь могут использовать первый уровень жадности. Судьба в замешательстве, но жадность говорит, что это другая форма. Жадность объясняет, что он может получить новые функции, если судьба предложит ему свои характеристики. Но это будет стоить каждого очка характеристик. Судьба отказывается, но жадность объясняет, что если он этого не сделает, то больше не сможет им пользоваться. Затем он говорит, что судьба может либо стать сильной сама по себе, либо сделать сильной его, и они будут работать вместе. Судьба решает принять сделку и отдает ему свои характеристики. Затем жадность превращается в волшебный лук. Ему нужно только натянуть тетиву, и появится стрела. Судьба решает проверить это и обнаруживает, что стрела может отслеживать цель, легко побеждая гоблина, который был неподалеку. Затем он решает отнести уши короля гоблинов в приют для сирот Сары.
Он надеется, что монахини смогут прокормить детей какое-то время. На следующий день Рокси пытается улизнуть из дома. Судьба не узнает ее и говорит, чтобы она остановилась, думая, что она воришка. Она пугается и оборачивается. Судьба извиняется за то, что напугала ее, и говорит, что она выглядит не так, как обычно. Он спрашивает, не в замок ли она направляется, но она просто отвечает, что идет в город с тайной инспекцией. Она просит судьбу никому не рассказывать, особенно Харуну, который будет ругать ее за то, что она так оделась. Судьба обещает сохранить это в тайне и пытается вернуться к работе. Рокси решает, что это будет свидание, и говорит ему, что судьба будет сопровождать ее во время инспекции. Они идут вместе, но Рокси, кажется, слишком веселится. Он просит ее идти помедленнее, но она просит его не называть ее Рокси, иначе люди заметят. Затем она просит его называть ее Лекси. Жадность насмехается над судьбой, которая велит мечу заткнуться. Рокси думает, что эти слова были обращены к ней, и извиняется за то, что надоедает. Он пытается увернуться от пули, и она чувствует облегчение, объясняя, что рада провести с ним время. Жадность насмехается над их романтическим моментом. Но судьбе это надоело, и она пытается избавиться от меча. Но Рокси останавливает его, говоря, что нельзя так обращаться с оружием. Затем она понимает, что никогда раньше не смотрела на его меч. Судьба понимает, что это большая проблема, потому что у такого никчемного человека, как он, не должно быть меча. К тому же он не может никому рассказать о своем навыке обжорства. В конце концов он роняет меч, и Рокси поднимает его. Взглянув на меч, Рокси говорит, что жадности нужно немного почиститься, и обещает отвести его к кузнецу своей семьи. Затем они продолжают идти, и судьба подсказывает жадности, что его наконец-то проучат. Но жадность не отвечает. Он пытается понять, что происходит. Но жадность просто наслаждается моментом после того, как Рокси его отчитала. Затем он говорит, что от Рокси приятно пахнет, и судьба хочет выбросить его. Но Рокси просит его поторопиться. Они выходят из переулка на оживленную улицу. Там много людей, торговцев и всякого сброда. Рокси замечает красивый виноград и останавливается. Торговец с гордостью говорит, что это виноград с виноградника Хартов. Она хочет попробовать, и торговец дает ей 2 виноградины. Судьба пробует одну и находит ее очень вкусной. Рокси проговаривается, что виноград выращен дома. Торговец удивляется ее словам. Судьба понимает, что ее могут раскрыть, но жадность подсказывает ему идею. Судьба вмешивается и говорит торговцу, что один из ее родственников работает на винограднике Хартов. Торговец убеждается в этом и уходит. Она благодарит его за то, что он ее спас. Но все внимание приковано к другому. Приближаются святые рыцари. Атмосфера в городе меняется. Все замолкают и стараются не смотреть в их сторону. Они встревожены, не зная, что здесь делают святые рыцари. Они думают, что с тех пор, как умер отец Рокси, святые рыцари низкого ранга злоупотребляют своей властью. Но у судьбы урчит в животе, когда мимо проходит парень. Жадность смеется над этим. Но святой рыцарь обижается. Он спрашивает, кто это шумит, и подходит к судьбе. Судьба падает на колени и пытается извиниться, но святой рыцарь говорит, что ничего не слышит. Он собирается ударить судьбу ногой, но вмешивается Рокси. Она объясняет, что судьба уже извинилась, но этот безмозглый парень начинает приставать к Рокси. Он спрашивает, кто эта девушка, которая смеет возражать святому рыцарю. Но когда он смотрит на нее, то почти узнает ее. Все вокруг спрашивают, не Рокси ли это из семьи Харт. Судьба беспокоится, что правда может открыться. Но жадность подсказывает ему притвориться, что они влюблены друг в друга. Судьба так потрясена, что повторяет это вслух. Рокси слышит это и думает, что это отличная идея. Она помогает судьбе подняться и пытается подыграть. Она говорит, что приготовила ему завтрак, но ему это не нужно. Судьба подыгрывает, и у них получается импровизированный романтический момент. Доходит до того, что даже жадность начинает чувствовать себя неловко. Рокси это нравится, и она извиняется за то, что произошло прошлой ночью. Все начинают думать, что это не может быть Рокси Харт, потому что святые рыцари вообще не умеют готовить. Горожане расходятся, а Рокси тащит судьбу в переулок. Она думает, что никогда раньше не ходила под руку с парнем. Но знаете что? Судьба слышит ее мысли. Он слышит, что ее сердце бешено колотится, и извиняется, отстраняясь. Она врет, что привыкла к этому, и радостно уходит. Судьба опускает голову, думая, что ему будет трудно сопровождать Рокси. Он замечает, что она остановилась у прилавка и смотрит на красный камень. Она объясняет, что интересуется ими, потому что она девушка. Затем она замечает какие-то камни и спрашивает торговца, не драгоценные ли это камни. Торговец объясняет, что внутри может быть драгоценный камень, а может и не быть. Это просто попытка купить что-то на удачу. Торговец говорит, что за одну руду нужно заплатить 10 бронзовых монет, и спрашивает, хочет ли она попробовать. Жажда наживы подсказывает ему, что судьба может легко определить лучшие камни, используя его навык идентификации. Затем судьба пытается рассмотреть камни, пока не замечает, что Рокси просто смотрит на голубой камень. Он понимает, что она выглядит как обычная девушка, а не как святая. Торговец пользуется моментом и предлагает скидку, если судьба купит камень для своей девушки. Судьба смущается, и Рокси решает просто уйти.
Он идет за ней, и она спрашивает, есть ли у судьбы знакомые воины. Судьба спрашивает о Минерве и Оливере, но Рокси объясняет, что ей нужны воины, которые сейчас в строю, а не те, кто уже вышел на пенсию. Ему становится любопытно, но их прерывает разговор о резне гоблинов. Оказывается, люди думают, что это сделал монстр высокого уровня. Затем Рокси начинает преследовать двух парней, которые об этом говорили. Один из них считает, что теория о монстре – это бред, потому что уши короля гоблинов были подарены детскому дому. Рокси прерывает парней и спрашивает подробности. Она спрашивает, знают ли они что-нибудь о странствующем монстре, но они ничего не знают и уходят. Затем она просит судьбу отвезти ее туда, где собираются воины. Он понимает, что Рокси расследует дело о странствующем монстре, который появился в городе несколько дней назад. Ты тоже его знаешь, судьба. Он ведет ее в бар, и бармен, который думал, что судьба мертва, удивляется, увидев его живым. Он представляет Рокси как свою коллегу, но бармен начинает расспрашивать его, вспоминая, что он исчез на некоторое время, а теперь привел свою девушку. Фейт волнуется, что Рокси обидится. Он даже говорит, что может потерять голову. Рокси реагирует, разбивая чашку. Не потому, что она злится, а потому, что ей хочется, чтобы на нее обратили внимание. Они заказывают огромную порцию еды, и бармен рассказывает все, что знает о таинственном гоблине-уборщике. Он объясняет, что воин нашел кучу гоблинов с целыми ушами. Рокси удивляется, потому что все бы отрезали уши, чтобы продать их. Значит, это какой-то монстр, который пришел из другого региона. Бармен объясняет, что это плохо для бизнеса, и Фейт смущается. Бармен подробно рассказывает, что люди должны проходить через земли гоблинов, если хотят вести дела в городе или за его пределами. Поэтому люди не захотят путешествовать, и это разрушит экономику города. Фейт начинает понимать свою ошибку, когда в бар заходит старик. Он думает, что видит призрака, потому что тоже думал, что Фейт мертв. Оказывается, у старика тоже есть информация. Они думают, что бродячий монстр – это ликан. Поэтому святые рыцари будут действовать напрямую, чтобы с ним разобраться. Грэди говорит, что это будет проблемой, потому что он потерял все свои характеристики. Но больше всего Фейт переживает, что Рокси присоединится к охоте и увидит его. В бар заходит группа путешествующих воинов, и, как вы знаете, ведут они себя типично. Они хватают Рокси за плечо и приглашают повеселиться с ними. Фейт встает, чтобы защитить ее, но она тоже встает и отталкивает парня к стене. Все понимают, что только святая воительница могла такое сделать. Затем она раскрывает свою личность и извиняется за то, что пыталась всех обмануть. Воины в страхе падают на колени и тоже извиняются. Они даже пытаются заплатить ей, чтобы она осталась в живых. Она говорит им, чтобы они не тратили деньги, потому что она не хочет, чтобы люди боялись святых рыцарей, которые должны защищать слабых. Она говорит, что разделяет мечту своего покойного отца. Мечтает о мире, где все могли бы смеяться, не думая о своем статусе. Старик понимает, что Рокси такая же, как ее отец. В этот момент судьба обещает себе, что будет следовать за Рокси, пока она не осуществит свою мечту. После того, как они повеселились, Рокси ведет судьбу к кузнецу. Жадина любит массаж и объясняет, что теперь он будет работать еще быстрее. Судьба благодарит ее за то, что она помогла ему починить жадину. Рокси объясняет, что он тоже помог ей узнать больше о странствующем монстре. Судьба начинает интересоваться и спрашивает, почему она не знала об охоте. Она объясняет, что с тех пор, как ее отец умер, семья Веларик буквально использует ситуацию, чтобы разобраться с делами, не ставя ее в известность. Вдруг они слышат два голоса и идут посмотреть, что происходит. Они замечают, что Хота тащит за руку какого-то ребенка, и Рокси говорит ему отпустить его. Девочка утверждает, что они просто забирают потерявшегося ребенка под свою защиту. Но Рокси приказывает судьбе помочь ребенку. Пока они это делают, лидер трио пытается поговорить с судьбой. Но наш мальчик его игнорирует. Затем Рокси говорит троице, что сама позаботится о ребенке, и решает расспросить лидера. Она спрашивает, почему он не сообщил ей об охоте на странствующего монстра. Парень пытается отмахнуться от нее, говоря, что она, наверное, занята мыслями об отце. Рокси утверждает, что с ней все в порядке, но парень просто игнорирует ее и уходит. Хота, этот псих, говорит и парню, и Рокси, что они ничтожество, и уходит. Затем парень признается, что ненавидит святые праздники, и Рокси извиняется перед ним. Он растерян, но Рокси быстро спрашивает, не потерялся ли он. Парень подтверждает, что потерялся, и Рокси с Роузом помогают ему найти маму. Рокси вспоминает, что сама тоже потерялась, когда приехала в город 5 лет назад. Но тогда ей помогла святая воительница. Он спрашивает, что с ней случилось, потому что с тех пор он ее не видел. Но мы можем заметить, что это была Рокси, когда у нее были короткие волосы. Они ходят по городу несколько часов, но так и не находят маму парня. Но потом она появляется и ищет своего сына. Рокси рада, что они нашли ее, и очарована, когда видит искреннюю улыбку Рокси. Теперь понятно, почему он так на нее смотрит, и он пытается оправдаться. Говорит, что уже поздно и им пора возвращаться. Рокси понимает, в чем дело, и просит его об одном обещании.
Если у них будут проблемы, они справятся вместе. Он обещает, и они спешат домой, где их ругает старшая горничная. Позже ночью Рокси спрашивает у Греда, можно ли охотиться на монстров так, чтобы Рокси не узнала. Гред предлагает ему купить специальную маску. Он проверяет ее и понимает, что это магический предмет, искажающий восприятие. Гред объясняет, что в этой маске он будет выглядеть иначе, чем обычно. Рокси считает, что это отличная идея и покупает маску. В то же время он покупает руду у другого торговца. Он отдает руду Рокси, которая немного удивлена. Он объясняет, что она буквально помогает ему во всех сферах жизни и просит ее открыть руду. Она открывает и видит внутри огромный синий драгоценный камень. Она обещает беречь его и спрашивает, не хочет ли он в награду годовой запас мяса или точильный камень для заточки жадности. Вы же знаете, что жадность хочет точильный камень, но судьба отказывает им обоим. Тем временем святые рыцари без согласия Рокси собираются на совещание, где лидер трио заявляет, что они обсудят свою поездку в Галлию. Ночью несколько искателей приключений выходят в поле. Они видят трупы нескольких гоблинов и думают, что монстр снова появился. Они недовольны, что не смогли его поймать. Тем временем судьба стоит над кучей гоблинов в своей новой маске. Искатели приключений видят его и убегают, думая, что это Ликан. Они называют его трупом. Жажда говорит ему, что ему нравится его новое имя. Он спрашивает, не хочет ли он еще чего-нибудь. Судьба говорит, что хочет повысить свои характеристики как можно выше, прежде чем за ним придут рыцари. В замке Харт судьба беззаботно подстригает цветы. Двойная жизнь сказывается на нем. Леди Рокси подходит к нему и говорит, что у нее есть для него секретное задание. Он спрашивает, не будет ли это еще одной проверкой. Затем мы видим судьбу в карете леди Рокси. Он выглядит не очень довольным. Она указывает на обширные земли, принадлежащие семье Харт. Он спрашивает, связано ли их секретное задание с уборкой винограда. Она говорит ему, что хочет показать виноградник, который они выращивают после того, как они видели виноград на рынке. Карета наконец подъезжает к дому в Азии, и мать Рокси, Рокси-старшая, выходит их встречать. Рокси говорит, что не стоило беспокоиться, но мать отвечает, что чувствует себя достаточно хорошо, чтобы это сделать. Рокси просит ее не перенапрягаться. Рокси-старшая спрашивает, кто ее сопровождал. Она представляет Фату как слугу, которого она наняла. Они обмениваются любезностями. Гред говорит Фату, что рад, что Айша такая милая. Айша просит Фата подойти поближе. Она спрашивает, нравится ли ему ее дочь. Рокси смущена этим вопросом. Она спрашивает мать, зачем она задала такой вопрос. Айша говорит, что просто хочет знать его мнение о ней как о работодателе. Они оба рады, что она имеет в виду деловые отношения. Фат искренне говорит Айше, что он заботится о Рокси и будет служить ей всю жизнь, если она позволит. Рокси снова смущается и убегает в свою комнату, чтобы скрыть это. Фат спрашивает, не сказал ли он что-то не то. Айша говорит, что это обычное поведение Рокси, когда ей становится неловко. Она говорит, что в детстве Рокси всегда была плаксой и пугалась даже самых незначительных вещей. Фат говорит, что не заметил этого, когда она была в столице. Айша говорит, что не может поверить, что ее дочь стала святым рыцарем. Она говорит, что беспокоится, что Рокси слишком много работает, теперь, когда она стала главой после смерти отца. Фат говорит, что Рокси хороший святой рыцарь, который хорошо выполняет свой долг и любим народом. Айша рада это слышать. Рокси заходит в свою комнату и включает музыкальную шкатулку, рассматривая свои детские фотографии. Это вызывает у нее воспоминания об отце, который учил ее правильно держать меч и стоять в стойке. Он так гордится, что она стала волшебным рыцарем в таком юном возрасте. Она говорит ему, что хочет быть такой же, как он, и уметь смеяться вместе с людьми. Он говорит ей, что она выбрала правильный путь, как член семьи Харт. Она возвращается в настоящее и говорит статуэтке своего отца, что еще не выполнила свое обещание. На винограднике судьба присоединяется к другим слугам, чтобы собрать виноград. Один из слуг предлагает ей стакан свежевыжатого виноградного сока. Судьба благодарит его. Он делает глоток и хвалит сок за сладость. Слуга объясняет, что лорды и слуги вместе работали над тем, чтобы виноград был таким вкусным. Судьба спрашивает, участвовал ли в этом сэр Мейсон. Слуга говорит, что слышал печальную новость о его смерти. Он говорит, что Рокси вряд ли пришла бы на сбор урожая из-за этого. Он спрашивает слугу, помогала ли Рокси собирать урожай. Слуга говорит, что это одна из причин, по которой она приходит, а другая – охота на монстров. Судьба спрашивает об охоте на монстров. Слуга говорит, что сейчас время сбора урожая не только винограда, но и других продуктов. Он говорит, что монстры появляются, потому что обычно голодны. Он говорит, что они сражаются с группой монстров, которых называют кобальдами. В этот момент у судьбы урчит в животе. Слуга слышит это и говорит ему, что это нормально, ведь он голоден после целого дня работы. Судьба снова решила пошутить. Жажда наживы говорит ему, что он хочет новых монстров, чтобы их поглотить. Но он уже давно не ел ничего, кроме гоблинов. Позже, когда Рокси складывает виноград в корзину, она просит судьбу вернуться домой без нее.
Судьба идет по тропинке, ведущей к дому, и видит девушку с огромным боевым топором на плече, которая идет ему навстречу. Он никогда раньше ее здесь не видел. Они идут рядом, и девушка окликает его. Когда судьба смотрит ей в глаза, они кажутся ему такими же, как у него, когда он использует свой навык. Он пытается ее рассмотреть, но ничего не получается. Она снова зовет его, и он спрашивает, что ей нужно. Она говорит, что пришла слишком рано. Фейт спрашивает, что она имеет в виду. Она говорит, что пришла за гоблинами, но он может взять их себе. Она говорит, что он должен ей, когда они встретятся в будущем. Когда она уходит, судьба спрашивает Жажду, знает ли он, кто она такая. Жажда говорит, что понятия не имеет, кто она. Судьба говорит, что Жажда что-то от него скрывает. Жажда спрашивает, почему он так думает. Судьба говорит, что обычно Жажда более разговорчив, но сегодня он молчит. Жажда говорит, что ему нечего скрывать. Он говорит, что даже при всем своем знании есть вещи, которых он не знает. Судьба думает, что он слишком гордится своей неосведомленностью. В этот момент к судьбе подходит Рокси. Она дает ему сумку, чтобы он ее понес. Она говорит, что ходила за виноградом для себя. Она оглядывается на странную девушку и говорит судьбе, что она Галеон. Судьба говорит ей, что Гея была уничтожена. Она говорит ему, что тоже это слышала. Она идет на урок истории. Она рассказывает ему, что 4000 лет назад Гея была сильной нацией, пока нашествие монстров не привело к ее краху, уничтожив всех ее граждан. Судьба подсказывает ей, что, по-видимому, некоторые граждане выжили. Она говорит ему, что никогда раньше не видела такого чистокровного Галена. Она говорит судьбе, что им обоим следует отправиться в дом вместе. Судьба говорит ей, что он знает о ее охоте на монстров, и спрашивает, все ли с ней будет в порядке. Она говорит ему, что не будет одна, потому что ее будут сопровождать несколько воинов. Она также говорит ему, что ему не стоит беспокоиться, так как она в конце концов рыцарь-волшебник. Она поворачивается, чтобы размять мышцы, но при этом роняет корзину с виноградом. На следующий день виноградник превращается в тень самого себя. Слуги приходят посмотреть, как монстры полностью уничтожили его, и им это не нравится. Затем мы видим монстров рядом с ручьем. Судьба, Рокси и несколько воинов наблюдают за ними из-за деревьев рядом с ручьем. Судьба спрашивает Рокси, являются ли монстры коболдами. Один из солдат замечает монстров в кустах. Он обращает на это всеобщее внимание, и появляется гигантский коболд. И Судьба, и Рокси удивлены появлением монстра. Они никогда раньше не видели такого огромного булыжника. У Судьбы слюнки текут, а его мастерство требует какого-нибудь блюда из булыжника. Брит говорит ему, что у него слюнки текут, потому что у него почти не осталось времени. Судьба не хочет, чтобы он голодал, находясь рядом с Рокси. Он анализирует монстра, чтобы увидеть его уровень и уникальные характеристики. Брэд говорит ему, что это коронованный зверь. Судьба не знает, что это такое. Брэд говорит ему, что это монстр, рожденный из-за накопленной за долгое время агрессии. Он говорит, что это не похоже на обычных монстров, и с ним будет очень трудно справиться. Они все уходят, чтобы придумать план. Солдаты и жители деревни напуганы и не знают, что делать. Рокси уверяет их, что она справится со зверем, потому что она рыцарь. Она говорит, что посвятит всю свою силу, чтобы защитить их. Пока она их успокаивает, Грет говорит судьбе, что она не сможет справиться с монстром в одиночку, потому что она еще слишком молода. Рокси тем временем говорит солдатам, чтобы они готовились к битве, но они отвечают, что им понадобится еще день, чтобы подготовиться. Она говорит им делать то, что они должны. Грет спрашивает судьбу, что ему делать дальше. Судьба думает, что монстр 50 уровня – это слишком для него. Однако он не может просто игнорировать происходящее, и что еще хуже, он не может допустить, чтобы Рокси пострадала. Судьба решает сразиться с монстрами в одиночку. Судьба возвращается к ручью и находит там кобольдов. Коронованного зверя охраняют несколько воинов-кобольдов, а несколько младших кобольдов следуют за ним. Брэд спрашивает судьбу, что ему делать дальше. Судьба говорит, что он будет сражаться как обжора. Он вытаскивает его и убивает нескольких младших кобольдов. Он стреляет в коронованного зверя, но тот использует одного из своих воинов, чтобы блокировать выстрел. Остальные пытаются защитить коронованного зверя, но судьба убивает их. Сняв все булыжники и поглотив их навыки, он понял, что ему не хватит сил, чтобы победить короля зверей. Он стреляет в короля зверей, думая, что сможет его одолеть, но тот ловит обе его стрелы. И жадность, и судьба удивлены, что он поймал стрелы. Жадность говорит судьбе, чтобы та подошла поближе и сразилась с ним. Судьба без раздумий бросается в бой. Король зверей использует навык, о котором жадность предупреждает судьбу, но уже слишком поздно. Навык поражает судьбу, но ему удается исцелить себя. Король зверей снова использует навык, который сбивает судьбу с ног. Жадность пытается поднять его на ноги, но он не реагирует. Король зверей пытается нанести последний удар, но теряет руку. Судьба снова встает на ноги. Жадность хвалит его за то, что он обманул короля зверей, заставив его думать, что он без сознания. Король зверей снова использует навык, но судьба уклоняется. Но его сбивает с ног воин-булыжник. Судьба убивает воина-булыжника и поглощает его характеристики с помощью навыка жадности. В этот момент жадность говорит ему, что он может использовать свое скрытое умение первого уровня, но для этого ему понадобится 10% его характеристик. Судьба говорит ему, что он может использовать его, чтобы победить короля зверей. Жадность превращается в огромный колокол. Когда судьба использует навык жадности, король зверей тоже использует свой навык. Они оба одновременно используют свои навыки,
но навык жадности превосходит навык короля зверей. Это буквально открывает ему путь в рай. Жадность говорит судьбе, что навык регенерации, полученный от короля гоблинов, уже исцелил его. Судьба измотана битвой. Судьба говорит, что жадность была слишком велика. Когда он видит последствия, навык судьбы активируется, и он чувствует, что сходит с ума. Жажда говорит ему, что он перегружен, потому что съел монстра, который был выше его по уровню. Он говорит судьбе, чтобы та попыталась сдержаться, иначе он впадет в еще худшее состояние, чем сейчас. Судьба падает на колени и кричит от боли. На следующий день Рокси и солдаты приходят к озеру и видят убитых гоблинов. Они видят следы от меча и стрел, и Рокси думает, что это было сделано с помощью магии. Она видит последствия навыка жажды и задается вопросом, кто мог это сделать. Вернувшись домой, Рокси рассказывает обо всем Айше, а судьба сидит рядом с ней. Судьба мысленно извиняется. Айша спрашивает Рокси, кто мог это сделать. Рокси ошибочно думает, что это была та девушка с Галеона, которую она видела накануне. Судьба рада, что она его не подозревает. Рокси рада, что гоблины были убиты и они могут вернуться в столицу. Айша рада, что Рокси так взволнована из-за судьбы. Позже Айша зовет судьбу в свою спальню и просит его остаться с Рокси, чтобы поддержать ее. Судьба не думает, что он достоин этого, но Айша говорит ему, что ему просто нужно захотеть помочь ей. Она говорит ему, что именно так она смогла поддержать своего мужа, хотя была простолюдинкой. Она говорит судьбе, что то, что у Рокси был только один родитель-маг, создало некоторые проблемы для Рокси. В этот момент она кашляет, и судьба подбегает, чтобы поддержать ее. Она говорит ему, что ее время на исходе, поэтому она хочет, чтобы он позаботился о Рокси вместо нее. Она умоляет его и просит не торопиться с ответом. Судьба соглашается. На следующий день они покидают дом в своей карете и возвращаются в столицу. Судьба считает, что он недостоин той миссии, которую дала ему Асия, потому что он обманывает мир, используя навык обжорства. Ночью судьба убивает еще несколько гоблинов, но он все еще голоден. Он не понимает, почему его голод не проходит. Жадность говорит ему, что гоблинов уже недостаточно. Судьба говорит ему, что вокруг нет никаких монстров, кроме гоблинов. Жадность говорит ему, что нужно что-то придумать, потому что время на исходе. На следующий день судьба сидит в таверне с повязкой на правом глазу. Он думает, что недостоин стоять перед Рокси. Дверь в таверну открывается, и входит друг бармена. Он говорит бармену, что сэр Хата собирается присоединиться к охоте на трупы. Судьба удивлена. Бармен говорит своему другу, что сэр Хата хочет прославиться, выполнив простое задание. Его друзья говорят ему, что сэру Хата лучше отправиться в экспедицию в Галлию. Бармен говорит ему, что сэр Хата отправляется только туда, где ему безопаснее всего. Судьба удивлена, что после смерти сэра Мейсона так скоро будет еще одна экспедиция. Друг бармена говорит ему, что все будет готово в ближайшее время, и он надеется, что на этот раз все получится. Судьба потрясена. В доме рыцаря несколько рыцарей готовятся отправиться в экспедицию, включая Рокси и 3 рыцарей. Перед отъездом Рокси приходит на могилу отца и рассказывает ему обо всем, что случилось, просит его присмотреть за ней. Судьба советует ей не ехать, потому что она может не вернуться. Рокси говорит, что решила ехать, и уходит. Крит говорит судьбе, что семья Вилариков организовала экспедицию в Галлию, потому что они что-то замышляют против семьи Харт. Трио рады, что смогут избавиться от Рокси раз и навсегда. Пока Хата отправляется в экспедицию на Гаю в надежде разделаться с Рокси, 2 других едут в другой город на исследование. Хата думает, что они что-то скрывают от него и хочет знать, что они собираются делать. Рафаэль просто говорит ему, чтобы он позаботился о Рокси. Позже ночью, хотя судьба не может ослушаться прямого приказа или защитить Рокси, есть кое-что, что она может сделать. Она встает на пути сэра Хата и его отряда. Сэр Хата сталкивается с ней лицом к лицу, радуясь, что нашел труп. Судьба активирует свой навык. Хата рад наконец-то встретиться лицом к лицу с трупом. Его приспешники бросаются вперед с оружием наготове и пытаются напасть на судьбу. Судьба активирует свой навык, замечая, что его противники двигаются так медленно, что кажется, будто они вообще не двигаются. Жадность говорит ему, что это из-за разницы в их характеристиках. Когда они приближаются к судьбе, он убивает всех 3 приспешников одного за другим. Хота уже не выглядит таким уверенным. Судьба оборачивается и смотрит на него, а его приспешники убегают быстрее, чем скорость света. Даже Эйнштейн был бы впечатлен. Хота пытается их остановить, но его приспешники бросают его одного на произвол судьбы. Судьба подходит к нему и вынимает меч. Затем снимает с него маску и сразу же узнает его. Спрашивает, как простой человек вроде него стал таким сильным. Судьба говорит, что не обязана ему ничего объяснять. Судьба велит Хао показать свои рыцарские способности, которыми он так гордится. Активирует его навыки и смотрит на характеристики Хао. Его внимание привлекает техника владения святым мечом. Это особый навык, необходимый для того, чтобы стать святым рыцарем. Судьба удивляется, как Хао получил такой навык. Спрашивает у жадности, может ли он уничтожить святой меч. Жадность говорит, что у него есть преимущество перед жалким искусственным святым мечом. Хао говорит, что было бы глупо сражаться с ним на мечах.
Хао активирует навык и наносит удар судьбе. Он думает, что его удар мгновенно уничтожит судьбу. Но судьба уже в стороне. Отто в шоке, а судьба оказывается позади него. Он говорит, что его навык слишком долго активируется. Отто поворачивается и наносит удар судьбе мечом, но судьба просто разрезает его святой меч пополам. Хао в шоке смотрит на половину своего меча. Судьба небрежно поднимает вторую половину и бросает ее на землю. Он просит Хао поднять ее и продолжить бой. Хао пятится от судьбы и собирается бежать. Судьба понимает его язык тела и говорит, что ему не нужно бежать, а нужно сохранить свою гордость как святому рыцарю. Хао продолжает отступать, а судьба называет его жалким. Хао спотыкается и падает, а судьба называет его клоуном, поднимает его как тряпичную куклу и напоминает ему о его словах. Непокорных собак нужно научить дисциплине. Хао умоляет его остановиться, но убегает к дереву и превращает лицо Хао в нечто ужасное. Судьба продолжает заставлять деревья падать вокруг леса, превращая лицо Хао в неузнаваемое месиво. Хао снова умоляет его остановиться. Судьба злится, что он смеет просить, учитывая, как он обращался с другими людьми, как с мусором. Судьба также злится, что Рокси из-за него может попасть в беду. Хао умоляет его сохранить ему жизнь, и судьба спрашивает, что он ответил, когда Хао сказал ему то же самое. Он подбрасывает Хао в воздух и активирует навык жадности. Жадность превращается в арбалет, и судьба стреляет в Хао несколько раз, пока тот еще в воздухе. Когда Хао наконец приземляется, у него нет конечностей. Хао спрашивает, почему он не прикончит его, и умоляет прекратить его страдания. Судьба говорит, что сначала у нее есть к нему вопрос. Хао спрашивает, связано ли это с Рокси. Он вспоминает, как она вызвалась участвовать в экспедиции Галлии и поклялась отдать свою жизнь, чтобы спасти людей. Судьба подтверждает, что Рокси действительно сказала бы эти слова. Хао обещает отменить экспедицию Рокси в Галлию, если судьба сохранит ему жизнь. Судьба направляет жадность на грудь Хао. Хао умоляет его не делать глупостей, например, не мстить за Рокси. Судьба велит ему заткнуться и пробует внутренности Хао на вкус. Его навык активируется и его характеристики увеличиваются. Теперь у судьбы есть техника священного рыцаря. Жадность говорит ему, что теперь он стал священным рыцарем. Жадность говорит ему, что он может использовать характеристики Хао, чтобы перейти на второй уровень. Судьба дает ему добро, и жадность забирает его характеристики. Он превращается во второй уровень, который представляет собой огромную косу. Жадность говорит судьбе, что теперь он может справиться с чем угодно во вселенной. На следующий день Рокси собирается уезжать. Слуги провожают ее, но выглядят не очень счастливыми. Она говорит им, чтобы они не грустили, потому что 3 года пролетят незаметно. Она просит Хару присмотреть за домом в ее отсутствие. Она встречается с судьбой лицом к лицу, и они какое-то время смотрят друг на друга. Она уверяет его, что они еще увидятся. Судьба просит ее быть осторожной, и она уходит. Позже Хару получает рекомендательное письмо, которое Рокси оставила для него. Рокси рекомендовала его в поместье лорда, чтобы он был в безопасности. Однако судьба отказывается и говорит Хару, что он сам найдет себе путь воина. Судьба собирает свои вещи. Жадность спрашивает, все ли он решил. Он говорит, что если не может помешать Рокси путешествовать, то хотя бы поддержит ее. Судьба прощается с остальными слугами, и Хару отдает ему плату за работу. Она желает ему удачи, и он уходит. Он садится в общественный экипаж, надеясь, что у него хватит сил защитить Рокси. Рокси стоит перед группой рыцарей и солдат. Она говорит им, что взяла на себя роль отца, который должен победить дракона и защитить королевскую столицу и ее жителей. Она просит их о помощи, и все дружно кричат «Ура!». Рокси спускается с трибуны, и Мария окликает ее. Мария говорит, что пойдет за ней куда угодно. Солдат подходит к Рокси и говорит, что тоже вызвался добровольцем. Он представляется, и они обмениваются любезностями. Мария думает, что он такой же, как и все остальные, кто хочет испытать свою силу в бою с драконом. Муган говорит ей, что она права. Мария считает его очередным глупым воином. Муган говорит, что на самом деле он вызвался добровольцем, потому что когда-то служил под командованием сэра Мейсона. Он говорит им, что хочет отомстить за него, и Рокси благодарит его. Рокси спрашивает, не против ли его семья, что он отправился в Галлию. Он говорит, что его дочь даже просила привезти ей какую-нибудь реликвию с Галлиона. Он говорит, что он из семьи ученых, которые занимаются исследованиями, и он единственный воин в семье. Рокси смеется и говорит, что с ними все будет хорошо. В лаборатории женщина-ученый просит Рейн уделить ей внимание. Она спрашивает, знает ли Рейн о том, что все в городе говорят о каком-то существе. Она показывает Рейн убитых гоблинов и говорит, что следы от стрел не похожи на обычные. Рейн внимательно смотрит и удивляется. Она открывает книгу и показывает женщине-ученому магический лук. Она говорит, что по ее мнению это сделала стрела из этого магического лука. Женщина-ученый спрашивает, отличаются ли магические стрелы от огненных шаров. Райан говорит, что это способность черного меча, одного из орудий смертного греха.
Оружие смертного греха сделано из особого материала, который может управлять магией на высоком уровне. Это оружие может контролировать магическую силу, и Рейн думает, что оно может усилить навыки того, кто им владеет. Тем временем Фейт отдыхает в карете и просыпается, когда они приезжают в город Тетра. Судьба поднимается по лестнице и смотрит на город внизу. Он чувствует ностальгию, потому что город почти не изменился. Жажда спрашивает, бывал ли он здесь раньше, и он отвечает, что был здесь 5 лет назад. Он говорит, что проезжал через этот город по пути в столицу. Судьба подходит к извозчику и спрашивает, не едет ли он в Галлию. Извозчик отвечает, что сегодня его повозка не поедет, потому что ночью на них могут напасть монстры. Он говорит, что можно будет поехать завтра. Судьба быстро уходит. У судьбы урчит в животе. Жажда говорит ему, что нужно поесть и собрать информацию, прежде чем идти за покупками. Жажда говорит, что если в городе есть магазин, где торгуют насекомыми, то там можно найти ножны для него. Судьба удивляется, что Жажде все еще нужны ножны. Жажда говорит, что теперь у него есть техника владения священными мечами, и ему нужны ножны, подходящие к его характеристикам. Он рассказывает судьбе, какие ножны ему бы хотелось. Судьба хочет поесть мясо после того, как получит деньги от Хару, и Жажда спрашивает, слушает ли он его. Сет в местном пабе просит нескольких воинов помочь спасти его деревню. Они отказываются от денег, говоря, что не собираются охотиться на монстров. Они начинают задирать Сета, и судьба приходит ему на помощь. Он легко побеждает хулигана и валит его на землю. Другие воины пытаются сразиться с судьбой, но он побеждает их. Они убегают из паба. Мужчина пытается поблагодарить судьбу, но тот обрывает его, говоря, что давно его не видел. В прошлом судьбу обижали Сет и его друзья, которые называли его бесполезным. Отец судьбы был воином, который сражался с монстрами. Судьба всегда готовила отвары для своего отца, потому что тот постоянно получал ранения. Отец судьбы был впечатлен, что его сын так хорошо разбирается в травах. После того, как отец судьбы умер, жители деревни не знали, кто теперь будет заботиться о нем. Судьбу изгнали из деревни, потому что староста считал его бесполезным. Жители деревни прогнали его, называя никчемным. Вернемся в настоящее время. Сет опустился на колени перед судьбой и попросил его о помощи. Судьба вспомнил Сета, сына старосты, который изгнал его. Сет сказал, что понимает, что его просьба эгоистична, но ему нужна сила воина. Судьба сердито посмотрел на него, ничего не ответив. Жадность сказала ему, что это хорошая возможность проявить свои навыки обжорства. Судьба согласился помочь с монстрами. Сет поблагодарил его, сказав, что не был уверен, что судьба согласится. Судьба велел ему показать дорогу к монстрам. Судьба все еще злился на Сета за то, что тот сделал, когда был моложе, но ему нужно было спасти деревню, которая напоминала ему об отце. Сет привел его обратно в деревню, но староста, отец Сета, был недоволен, что Сет вернулся с судьбой, которую они изгнали. Отец Сета считал, что судьба все еще бесполезен. Сет сказал отцу, что теперь судьба силен и победил воинов в таверне. Отец Сета не поверил ему и сказал жителям деревни, что завтра найдет других воинов. Один из жителей деревни говорит ему, что этой ночью на них могут напасть монстры, и они могут не дожить до утра. Отец Сета говорит, что они используют судьбу в качестве приманки, чтобы выиграть время для других воинов. Судьба пытается что-то сказать, но Сет просит его не обращать внимания на вождя. Сет ведет судьбу к себе домой и предлагает ему что-нибудь выпить. Сет извиняется за поведение вождя, а судьба говорит, что он к этому привык. Судьба спрашивает о жене Сета, потому что он ее не видел, и Сет говорит, что ее похитил монстр. Сет говорит, что деревня слишком бедная, а у вождя вся власть в руках. Сет говорит, что думал, что его отец всегда был прав, но после рождения дочери ему пришлось собраться с силами. Судьба говорит, что он действительно изменился. Сет говорит, что это все благодаря его дочери. Это заставляет судьбу вспомнить своего покойного отца. Судьба просит Сета рассказать ему о монстрах. Сет говорит, что монстры появились около месяца назад, и свидетели говорят, что это несколько летающих монстров. Он говорит, что эти монстры не похожи ни на что, что жители деревни когда-либо видели. Поэтому они решили нанять воинов. В этот момент у судьбы урчит в животе. Сет подшучивает над ним, что он всегда голоден и идет принести судьбе что-нибудь поесть. Жадность говорит, что жители деревни, наверное, думают, что все наладится, если они наймут несколько воинов. Но если монстры умеют летать, это совсем другое дело. Судьба спрашивает, знает ли жадность, какие монстры нападают на деревню. Жадность говорит, что это скорее всего горгульи. Он говорит, что они умные монстры, которые используют разведку боем, чтобы понять, как реагируют люди, прежде чем напасть всей стаей. Дочь Сета подходит к нему и спрашивает, с кем он разговаривает. Судьба отвечает, что сам с собой. Она дает ему конфету. Судьба предлагает ей поиграть, и она соглашается. Судьба откладывает жадность в сторону и борется с ней на руках. Он легко поддается, и она радостно смеется. Сет возвращается с едой и извиняется, что она такая маленькая.
Судьба говорит, что этого более чем достаточно, и благодарит его за еду. Он откусывает кусочек и сразу же чувствует сильную усталость. Он тут же теряет сознание. Сет удивляется, что заставило его отключиться, и дочь Сета говорит, что это она дала ему конфету. Сет спрашивает ее об этом, и она отвечает, что это дал ей отец Сета. Сет удивлен, что его отец всерьез решил использовать судьбу в качестве приманки. Гнев понимает, что судьба больше не нужна. Сет пытается разбудить его, но тут раздается крик. Сет выглядывает в окно и потрясен открывшимся ему зрелищем. Горгульи нападают на деревню. Они выдыхают пламя. Сет все еще пытается разбудить судьбу, но тот не реагирует. Но Гнев знает, что он не проснется. Одна из горгулей приземляется на крышу дома Сета, и Гнев думает, что же ему делать. Сет готовит противоядие для судьбы. Тем временем деревня светится ярким оранжевым светом в темноте ночи. Староста деревни бежит по улице в поисках судьбы, чтобы использовать его в качестве приманки. Горгулья поднимает его и понимает, что на сегодня с ужином покончено. Сет дает судьбе противоядие, и он просыпается. Его тошнит, и судьба впечатлена, что Сет смог приготовить противоядие. Судьба не понимает, где он находится, и Сет извиняется, рассказывая ему все. Пламя вспыхивает за домом Сета, и это заставляет судьбу действовать. Он берет жадность и выходит на улицу. Деревня полностью разрушена. Все дома в огне, и большинство жителей уже отправились в загробный мир. Судьба пытается найти выживших, но вид разрушенной деревни ослабляет его дух. Горгульи все еще ужинают, и судьба сталкивается с одной из них. Горгулья выпускает огненное дыхание, но судьба уклоняется. Жадность говорит ему, что он не сможет победить горгулью, если она будет выше. Судьба слушает его, в отличие от одного джедая, которого мы знаем. Судьба анализирует способности горгульи и просматривает ее характеристики. Судьба думает, что ее навык огненного шара может быть проблемой, и приказывает жадности превратиться в косу. Горгулья снова выпускает огненный шар в судьбу. Вместо того, чтобы уклониться, он рассекает его. Горгульи замечают, что судьба сопротивляется, и окружают его. Они одновременно выпускают в него огненные шары. Судьба использует косу, чтобы рассечь огненный шар, а затем одну за другой горгулей. Навык жадности судьбы активируется, его характеристики повышаются, и он получает навык магии огненного шара. Судьба замечает, что осталась еще одна горгулья. Это вожак стаи. Судьба анализирует вожака и замечает, что у него более высокий уровень, чем у обычных горгулей, и дополнительный навык сопротивления огню. Вожак бросается на судьбу, чтобы использовать огненный шар в упор. Но жадность предупреждает его об этом и говорит, что нужно этим воспользоваться. Судьба тут же бросается на лидера отряда. Он поражает его косой, и его навык обжорства активируется. Характеристики судьбы снова повышаются, и он получает навык огненной защиты. На следующий день судьба и Сет стоят над тем, что осталось от деревни. После нападения выжили только Сет и несколько других жителей. Сет немного грустит и говорит судьбе, что нет смысла оставаться здесь, потому что это место больше не деревня. Судьба осматривает землю и говорит, что она больше не плодородна, поэтому они не смогут заниматься сельским хозяйством. Сет спрашивает, есть ли у него навык оценки, и судьба подтверждает это. Сет говорит, что он мог бы зарабатывать деньги как оценщик, даже если бы не стал воином. Судьба отвечает, что у него нет другого выбора, кроме как стать воином. Сет говорит, что он переедет в город и будет искать работу ради своей дочери. Позже Сет просит судьбу ударить его, чтобы он мог принять решение. Судьба не хочет, но жадность говорит, что нужно ударить его, чтобы он не потерял гордость. Судьба уступает и сбивает его с ног. Жадность говорит, что судьба слишком сильно ударила Сета, но Сет благодарит его за удар. Судьба помогает ему подняться на ноги и говорит, чтобы он заботился о своей дочери, и желает ему удачи. Судьба возвращается в свой старый дом и идет на могилу родителей. Это место напоминает ему о детстве, и он говорит отцу, что у него все хорошо. Тем временем Рокси со своей свитой идет по пустыне. Она останавливается, чтобы посмотреть на горизонт. Мария говорит ей, что они скоро прибудут в Ланчестер, где пополнит запасы. Муген просит ее быть осторожной с лордом Ланчестером. Рокси спрашивает, почему, и он говорит, что расскажет ей позже. Фейт, который едет в карете. Кучер спрашивает его, сможет ли он защитить его, если он так устал. Фейт извиняется. Кучер говорит, что платит ему за услуги, поэтому ему лучше позаботиться о своей безопасности. Жадность говорит, что этот человек слишком высокомерен. Фейт уверяет его, что он в безопасности, потому что он силен, как новичок святой рыцарь. Теперь мужчина убедился в силе Фейта, хотя и думает, что тот слишком гордый. Внезапно мужчина останавливает карету. Перед ними появляются бандиты. Мужчина хочет развернуть карету и убежать, но Фейт выходит и встает перед бандитами. Жадность говорит, что Фейт должен был попросить у мужчины больше денег.
Мужчина подбегает к Фейту и хватается за него, умоляя спасти его. Фейт говорит мужчине, чтобы тот отпустил его, и он сможет сразиться с бандитами. Главарь бандитов приказывает своим людям атаковать Фейта. В этот момент огромный меч падает с неба позади группы бандитов, разрушая их строй и сбивая их с ног. Жадность говорит, что только один человек мог это сделать. Фейт поднимает голову и видит девушку, которую он видел несколько дней назад. Она говорит, что он должен ей за те булыжники. Фейт не понимает, что она имеет в виду. Она просит взять ее с собой. Но когда она садится в карету, та наклоняется назад. Девушка кричит, чтобы ее оружие «Слаач» вернулось в нормальное состояние, и карета сама собой восстанавливается. Карета продолжает путь, и девушка спрашивает у судьбы, как его зовут. Судьба представляется, и она называет его судьбой обжорства. Судьба спрашивает, откуда она знает о нем, и она отвечает, что тоже владеет навыком смертного греха. Судьба спрашивает ее о навыке смертного греха, и она спрашивает, почему обжорство не рассказал ему об этом. Девушка представляется как Мина, владеющая навыком гнева. У нее урчит в животе, и судьба дает ей вяленую говядину. Кучер сообщает, что они подъезжают к городу. Они подъезжают к городу. Но за девушкой гонятся люди, которые плохо маскируются под призраков. Девушка зовет на помощь, и лорд Рудольф, правитель Ланчестера, приходит ей на помощь, побеждая призраков. Все хвалят его, но судьба и Мина равнодушны к этому шоу. Кучер говорит, что лорд Рудольф готовит приветственную вечеринку для армии Галлии. Судьба спрашивает кучера, не экспедиция ли это леди Рокси, и кучер отвечает, что это ее экспедиция, и они скоро прибудут в город. Обжорство говорит, что он так торопился, что проехал мимо них, и судьба вздыхает с облегчением. Мужчина отдает судьбе плату за 3 монеты для гольфа, но Мина забирает их, говоря судьбе, что это она спасла мужчину. Обжорство говорит судьбе, что Мина жадная, а судьба отвечает, что это он еще о себе не все рассказал. Кучер благодарит судьбу и уходит. Судьба спрашивает обжорство, что им делать, и обжорство отвечает, что им нужно пойти в гостиницу. Майя засыпает стоя, и судьба поддерживает ее. Судьба говорит ей, чтобы она не засыпала стоя. Она не отвечает, и судьба несет ее по городу в поисках гостиницы. Судьба удивляется, почему он должен ее нести, и жадность говорит ему, что у него нет выбора. Незнакомцы приветствуют судьбу в городе. Когда они уходят, судьба замечает странные отметины у них на шеях. Судьба подходит к стражникам, и они говорят, что он не может пройти, потому что он не гражданин. Они указывают ему на гостиницу, и он замечает, что у стражников тоже есть отметины на шеях, но они отличаются от тех, что он видел у незнакомцев. Другой незнакомец приветствует судьбу, и он замечает другую отметину. Жадность говорит ему, что отметины даются в зависимости от класса в системе каст. Рудольф ругает актеров за плохое выступление в уединенном месте, и они умоляют его простить их, но он убивает их. Личная охрана Рудольфа замечает, что он более раздражен, чем обычно, и делает мысленную пометку не обижать его. Судьба кладет Майю на кровать в комнате, которую он снял в гостинице. Жадность говорит судьбе, что он понятия не имел, что Майя еще жива. Судьба спрашивает его, откуда он знает Майю, и он говорит, что в прошлом у него были плохие отношения с ней и с оленью. Жадность говорит судьбе, что лень – это смертоносное оружие, как и он сам. Судьба спрашивает его о навыках смертных грехов, и жадность рассказывает ему о 7 навыках смертных грехов, которые нарушают Божьи принципы. Он говорит судьбе, что чревоугодие – самый греховный навык, потому что оно может разрушить концепцию уровней. Судьба спрашивает у жадности, в чем ее наказание, и жадность отвечает, что у каждого свое наказание. Судьба говорит, что жадность не повезло, что она прошла путь от бессилия, когда над ней смеялись, до необходимости постоянно подпитывать свои способности, чтобы выжить. Жадность говорит, что если она хочет выжить, то не должна колебаться, иначе ее поглотит обжорство. Жадность говорит, что нужно сопротивляться и поддерживать полуголодное состояние. Судьба надевает маску и выходит на охоту. Жадность говорит, что нужно развивать свои способности постепенно. Судьба встречает песочного человека и превращает жадность в лук. Жадность говорит, что нужно использовать новый огненный навык, прежде чем стрелять, и судьба впечатлена результатом. Песок легко побежден. Навык судьбы активируется. Он видит других песочных людей и хочет их поглотить, но жадность говорит, что нужно терпеть. В гостинице просыпается Майн, и она голодна. Она что-то съедает, но видит плакат, на котором написано, что тот, кто победит песочного голема, будет вознагражден. Незнакомец говорит ей, что даже лорд Рудольф не может победить песочного голема, и что она погибнет, если попытается. Судьба продолжает уничтожать песочных людей одного за другим и постепенно активирует свой навык. Жадность говорит, что он привыкает к этому, а судьба говорит, что это не очень приятное чувство. Жадность говорит, что пора утолить обжорство, чтобы не сойти с ума. Появляется песочный голем, и судьба сразу узнает его запах. Группа солдат сражается с песочным големом, но у них нет шансов победить его. В этот момент судьба поражает голема магической стрелой, чтобы привлечь его внимание. Он говорит солдатам, что справится с големом, но они отвечают, что ему не победить. Жадность говорит, что он снова вершит правосудие, но судьба говорит, что он просто хочет утолить свой голод. Голем стреляет в него песчаными шарами, но судьба использует волшебную стрелу, чтобы их уничтожить. Он бросается на голема, но тот блокирует его атаку. Голем атакует судьбу магией ветра, чтобы поймать его в ловушку
ловушку и раздавить камнями. Судьба превращает жадность в косу и наносит удар по голему, который отражает магию ветра. Сердцевина голема покидает его тело и зарывается в песок. Жадность говорит судьбе, чтобы он не дал сердцевине исчезнуть, и судьба превращает жадность в лук и говорит, чтобы он забрал часть характеристик. Судьба приказывает жадности стрелять, и он подчиняется, уничтожая сердцевину песчаного голема. Навык судьбы активируется, и он получает навык магии песчаной бури. Судьба думает, что воронка, которую проделала стрела жадности, слишком большая, но жадность говорит, что у них не было выбора. Один из воинов хвалит его, но другой говорит, что он выглядит подозрительно. Они смеются и благодарят его за спасение. Воин представляется как Бальдо и спрашивает, как зовут судьбу. Судьба говорит, что его зовут Корпс. Воин спрашивает, есть ли у него еще какое-нибудь оружие, кроме меча, и тот отвечает, что у него ничего нет. Жадность говорит, что ему больше не нужно оружие, потому что он может просто забирать характеристики других игроков. Судьба впечатлена его силой, которая позволяет ему нарушать законы уровней. На следующий день судьба возвращается в комнату и видит, что я одеваюсь. Он спрашивает, куда она направляется, и она отвечает, что собирается охотиться на песчаного голема. Судьба говорит ей, что он уже убил песчаного голема, и она злится, потому что не получит награду. Судьба говорит, что отдаст ей половину, когда получит награду. Он надевает маску и отправляется за наградой. Я спрашиваю его о маске, и он говорит, что это его личность как трупа. Лорд Рудольф заходит в гостиницу и просит судьбу стать его подчиненной. Судьба спрашивает, в чем дело, и он говорит, что она не может отказаться, потому что он святой рыцарь. Лайн говорит, что судьба может стать его подчиненной, потому что у них уже есть договоренность. Рудольф называет ее ребенком, и она выгоняет его из гостиницы. Судьба понимает, что это может обернуться для них неприятностями, и сразу же говорит мне, что им нужно покинуть город.